Зверька лает медведя 240 метров. Бросаю охоту, медведя нет. Друзья, мы на Кавказе. И сейчас мы едем в Южную Осетию и покажем вам просто нереальную красоту. Надеюсь, что будет прекрасная охота, да поможет нам Святой Георгий в осуществлении наших планов. Поехали! Поднимались где-то час 20, может полтора часа. Ну все, сейчас вот вышли на позицию. Сейчас будем ждать собаки с загонщиками. Посмотрим, что получится у нас в этом загоне. Собаки от меня в 2 километрах. Ну, то есть загонщикам надо будет 2 километра пройти. Это по прямой. А по кривой, наверное, все 4. Долго ждать не пришлось. Уже минут через 30 показался первый медведь. Зверь встревожен. Похоже, собаки уже подгоняют его. Пошел вниз, в лог, прямо навстречу Дмитрию. Хищник заметил охотника. Придется стрелять по бегущей цели. Медведь вышел прямо на нас. Но я ожидал его чуть позже. Думал, он круг сделает, он вообще обрезал вот так вот. Он стрелял. Не знаю, попал, не попал. Ну что, Не знаю, попал, не попал. куда стрелял? Ну, по медведю. Куда, в какое место? А, в какое место? Вот там вот, где-то метров 50. Вот так вот я начал стрелять. Ну, вот где дерево большое, короче, он туда ушел. Откуда зашел? Зашел? Вот оттуда зашел. Его маленький гнал. А? Мелкая его гнала. Мелкая? Да. Она прямо по следу его идет. Большой? Года 3. Небольшой, ну серый такой. Это медведь не оттуда зашел. Это там бы Дима его стрелял или видел бы его. Это медведь где-то здесь Дима был. стрелял? Нет, Дима не стрелял. Если бы он оттуда зашел, Дима бы его стрелял. Медведь вышел вот. Здесь зашел. А, ну может быть. Он вот так вот. Вот я его увидел вот здесь. Вот видишь вот этот поляна. Да. Вот я его на этой поляне, на этом как бы дуге вот этой увидел. Вот здесь вот он прямо шел. И он потом вот так вот тык-тык-тык, он выглянул вот из-за этого куста, 20 метров, встал вот так. Думаю, что я сейчас стрельну и все, улетит туда. Думаю, я его на открытом вот здесь вот стрельну. А он не вот так побежал, естественно, а вон там побежал. И вот я уже его начал стрелять. Он был вот от этой березы, ну сколько тут, метров 40-50, ну где-то метров 15-20 еще вверх. Вот так вот я его начал стрелять здесь. Загонщики сообщили, что видели еще одного медведя в загоне. Второй медведь вышел на Анатолия Захарыча.
свежий след. Собаки не за подранком ушли, за оленями они гонялись. Вот свежий след, а вот собачий след. И олени ушли, получается, речкой вверх. Сегодня по плану охота с подхода. Короче, через гребень проходите, спускаетесь в лес, и где открытые места, там встанете, дайте собакам поработать, а потом по дорожке там на ту сторону перейдете. Хорошо, хорошо. Все. Тут кажется все очень близко. Вообще все рядом. Только идти Нет, далеко. ну здесь это, недалеко. Ну, Здесь понятно. легко. Сегодня у нас второй день. Нас подняли в горы на машине. Я сейчас собак спустил больших, чтобы они одно ущелье проверили. Молодых держу пока. Хочу, чтобы они порознь работали. А так они вчетвером бегают. Как-то не нравится мне работа. Вчера за оленями ушли на 6 километров. 17 километров оттоптали. Столько медведя там, не знаю, наверное, штук 20 медведей было. На протяжении 3 километров. Толку никакого. Так что не всегда собака как автомат работает. Сейчас посмотрим, что сегодня будет. Большие ушли уже. Где-то все равно зацепят медведя. Может, опять же, загонная охота. Мои собаки не привыкли к такому, что вокруг везде стреляют, много народу и так далее. Они привыкли, что они идут где-то рядом со мной. Отбежали на километр-два, прибежали, видят меня. А тут меня нет, идут загонщики. Поэтому для собаки новые условия, получается, не всегда понятны. Точнее, вообще непонятно. Она не знает, что делать, теряется тоже. Ну и тем более горы. Для собаки новые условия всегда сопряжены. Вон. Пока записывал, тут вот медведь в 100 метрах от меня прошел. Собаки подняли, видать, медведя вот сюда ушел. Ну, километр опять ушлепал. А медведь здесь. Прямо бесит это. Не знаю, как-то надо рассоединять. Мне кажется, азарт только портит молодых. Он такие круги нарезает. Вот вчера ни одного медведя не остановил. Целый день бегал. Это какой-то ужас. Я отпустил молодых, думал, молодые вниз туда пойдут. Они, видать, его не услышали. Ушли за ним. За азартом ушли, а не за медведем. Луна залаяла. 369 минут. Сейчас он я скорректирую где. 1830, они метров 500 не дошли до конца этой лощины. То есть они прямо ушли по лощине, по этой вот идут, по которой вы едете, которая слева сейчас от вас. То есть они в ту лощину не ушли. И, возможно, они идут не одни. Ну, то есть с кем-то идут, медведя гонят. Просто гонят. Короче, где-то внизу лощины, если встать, то, в принципе, можно, наверное, отстрелять. Нет, не лают. Я не знаю, что с этим азартом уже делать. Он как шизанутый какой-то стал, либо уже все, старческий маразм. Просто бегает и все. Медведь в 100 метрах от меня был. Ни лая, ничего не было, короче. Что-то он совсем звезданулся, по-моему. И по лощине вниз бегут, да? Да, по лощине вниз бегут.
Метров 500 им осталось, 600 до конца лощины. Легче туда и бегут. Да, где легче, туда и бегут. Вот так бывает, ребята, одни нервы. То не так, то это не так, то танец не тот, то яйца мешают. И ну все это из-за съемок, потому что когда снимаешь, вот сейчас бы если бы не снимал, а просто охотился, ну как бы я его и так услышал, как бы, а тут мы бля-бля-бля, вот я приехал, ребята, на охоту, медведь идет, в 100 метрах от нас поднимается вверх в гору, нас услышал, и вот мы только его чуть-чуть подсняли. А так бы, конечно, я его стрельнул. В общем, тяжело снимать охоту в нервы одни. Нервный выпуск. Двигаясь дальше, Дмитрий встретил сразу 3 медведей. Медведица с 2 медвежатами. Стрелять по этому семейству, конечно, никто бы и не подумал. Шиповник очень полезный не только для людей, но и для медведей. Он обладает таким свойством. Вот смотрите, внутри шиповника находятся такие вот косточки. Эти косточки, они очень острые. Внутри медведя есть всякие там аскариды, ну типа червей такие. И вот когда медведь уже наедается, съедает весь чинар, или орех, или еще что-то, он забивает себе желудок вот этим шиповником. То есть много-много шиповника ест. Косточки острые, и, соответственно, они то ли аскарид умирает, то ли просто засыпает, то ли еще что-то. И, в общем, опорожняется. И после этого внутри желудок, ну, просто у него все очень чистое такое. И уже после этого медведь делает пробку. То есть наедается чем-то таким, что как бы образует как пробка в желудке. Вот такой вот чудодейственный способ. Надо же, как природа устроила, да? Откуда, кто ему рассказал, медведю, что так надо делать? Здесь шиповник очень крупный и вкусный. На наш уральский не похож. Медведь идет своим же обратно следом. Скорее всего, с собаками. Собаки подлаивают, но чуть-чуть. Почему-то ошейник не показывает опять, что лают, хотя я их слышу. Сейчас сделали засаду. Медведь спустился вот здесь, вот 200 метров отсюда. Сейчас поднимается. Либо сюда зайдет, либо в соседнюю ложбину.
этот раз Дмитрий попал в медведя. Зверь скатился в ущелье и попытался уйти. Но был остановлен собаками Анатолий Захарыча. И егерю Алану удалось даже снять работу собак, в том числе 6-месячной суки от Петровича. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. У Захарыча собака
которую Петрович подарил. Я ее Петровна называю. В общем, Петрович больше не выходит на связь. Я имею в виду ютубовскую. Вот. Но зато его дело живет. Собака его работает. Захарыч просто души в ней не чает. В Петровне в этой. Он ее как-то по-другому называет. Надя, по-моему. Надежда. Вот. Так что она надежду пока оправдывает. 6 месяцев уже медведя щучит. Молодых собак Дмитрия удалось снять только к вечеру. Они 2 часа работали другого медведя. Все охотники знают, что медведь может не только отнять, но и поправить здоровье. Мясо здорового медведя нормальной упитанности не только съедобно, но и вкусно, если его правильно приготовить, а главное, очень калорийно. Еще один важный довод в пользу употребления медвежьего мяса – его уникальные свойства. Медведь привычно набирает за лето-осень огромное количество питательных элементов, накапливая их в организме. Этого запаса должно хватить на несколько месяцев беспробудного сна. Причем ест этот зверь пищу как животного происхождения, так и растительного. Орехи, ягоды, травы, коренья. То есть в мясе накапливается огромная концентрация витаминов, жизненно важных микроэлементов. По этому показателю с медвежатиной не может сравниться ни свинина, ни баранина, ни телятина. Неудивительно, что диетологи, медики рекомендуют мясо медведя пациентам с ослабленным иммунитетом, пережившим тяжелые заболевания. Очень полезно оно при сердечно-сосудистых болезнях. Особенно полезным будет включить в рацион жир медведя. Этот продукт очень полезен, и его употребляют в пищу. Медвежий жир всегда славился как целительное средство широкого спектра действия, незаменимое при лечении ран, ожогов и легких. Все добытое на этой охоте мясо делится и раздается местным загонщикам. Друзья, мы находимся сейчас в городе Цхинвал. Это Республика Южная Осетия. Рядом российское посольство. Здесь набережная реки. Я так понимаю, что это центр города. Удивительной красоты, конечно, город. После тех бед, которые обрушились на эту республику и на этот народ, уже практически не видно того, что было. Все дома прибраны, улицы чистые, люди доброжелательные, приятные. Как-то, знаете, душа радуется, когда видишь, что Россия вкладывает в республики, в народы, помогает, в общем, одним словом, восстановить то, что было разрушено. Хватит кормить за границу. За граница нам не поможет. Надо вкладывать деньги, ездить и восхищаться вот этой красотой в те регионы России и соседние регионы, где нас все-таки любят и уважают и рады нам. А так получается, что там нам рады в основном за деньги, потому что мы привозим деньги, ездим туда, отдыхаем, в итоге получаем потом одни какие-то подножки и так далее. Поэтому будем ездить и радоваться жизни к тем людям, которые нас душой принимают. Что в Северной Осетии принимают хорошо, что в Южной Осетии люди нам рады и искренне нас любят. Россиян я имею в виду, что хотя мы одна страна, но разные народности, но тем не менее нас с уважением встречают и с добром провожают. Поэтому надо ездить сюда, в такие вот места, открывать их для себя, потому что красота просто неописуемая, красивейшие горы, чистый воздух. Едешь просто везде, там родники, одна вода вкуснее другой. Где-то вода с сероводородом, где-то просто как минеральная вода с газом как будто бы. Ну, в общем, я счастлив. И этого вам желаю. И на самом деле просто приехать, это не такие большие деньги. Нужно подкопить как-то и сюда приехать. Не успели мы приехать, тут уже скатерть-самобранка, стол шикарный. На Кавказе не бывает простых столов, чтобы где-то перекусить по-охотничьи. Обязательно 3 пирога, когда случается какой-то праздник, тогда 3 пирога. И вот прежде чем резать эти 3 пирога, нужно произнести какой-то хороший тост. Так? Правильно сказал или поправить? Обязательно. Правильно.
Правильно? Правильно? Ну, отлично. Ну, если будем приносить, наверное, это заснимать не надо, потому что первые 3 стакана мне трудно даются русский язык. Прежде чем разрезать 3 пирога, Надо Богу помолиться. так? Богу помолиться. Это традиция прям. Традиция, да. Это чисто в Осетии традиция. За хорошим столом, я имею в виду праздничным столом, всегда ставят 3 пирога. И, ну, давай произнесу молитву и потом. Дай Бог, чтобы вот 3 пирога, когда ставят, 3 пирогами молятся и Бога просят, чтобы всех, кто присутствует вот здесь, чтобы здоровье было. Когда здоровье есть, человек хочет и на охоту ходит, и на рыбалку ходит, ну налево не ходит. С 3 пирогами. Да. И, Живот вырастает. да, просто. дай Бог, чтобы действительно, чтобы у нас здоровье было, дай Бог, чтобы здоровье было в наших семьях, дай Бог, чтобы здоровье было у наших родных, близких, кого мы любим, кто нас любит, кто нас ждет, чтобы у всех было здоровье. Аминь. И дай Бог, чтобы на нашей земле был мир. Мы видели, что такое война в Южной Осетии, и никому не желаю войны. И дай Бог, чтобы вот эта война, которая сейчас идет на Украине, это братоубийственная война, чтобы это тоже скорее закончилось, но с нашей победой. Но с нашей победой. Давай выпьем за это. Давай. Аминь. Эх, за большого Бога. Ну, Первый стакан, то есть... не, положи. Что это? Положи и вот это стакан возьми. это возьми? Передают младшему. Вот так Да. орывают. И... Младший он. Не, и он снимает. Третий человек справа сидящий. Да. Только справа. Для твоего. Налей Сейчас сейчас мне наливаешь. И вместе со мной пьешь. Опа! Что за обман? Что за обман? Я понял. Да, гибистер сам. Десидер нахсал захмаздайт тахузер вахтанани зина дача зина тхур зина расул зина дехаджуна кайварзам чинаварза бину такастер тахият тахастаж даи удаш шахшага захсвад мион штатсазар. Штахабин то на роза шадосты цона я штатсазар. Умер. А по закону лежит или должен был повязать Буран, или Димитр II. Не старший, да? Да, не старший. Здесь, на Кавказе, мне нравятся традиции народов. Они все пронизаны уважением к старшим. И мне это, вот честно сказать, очень приятно, потому что настолько уважение идет к старшему, пожилым людям, старшим вообще. Это просто стоит дорогого. Нам надо это перенять. Время 4 утра, идем в горы сейчас. У нас 4 загонщика, они пойдут снизу, а мы должны уйти вперед. Ну, посмотрим сейчас, какой будет подъем. Здесь более скалистая местность, чем в Чечне. Там, можно сказать, дорога. А здесь посмотрим, потяжелее должно быть. Но ничего, справимся. Будем кавказского медведя. Да будем кавказского медведя, нет? Да будем кавказского медведя. Да, Азат? А, ну, красиво. Собак передают загонщикам, чтобы они отпустили их, когда начнется загон. Такой ранний выход обусловлен тем, что для того, чтобы занять позиции на номерах, охотникам предстоит подняться пешком на 2000 метров на вершину горы.
На всех собаках Дмитрия надеты ошейники с GPS-трекерами. Поэтому, бросив взгляд на навигатор, Дмитрий сразу замечает что-то неладное. Убежали. Убежали? Да, в обратную сторону. Туда по дороге. Ну, это... Нет, Азарт дома, а это блядь. Я говорю, отгрызла. Вот тогда не убежите куда-нибудь. Поэтому я сказал, на цепи надо оставить, потом это. Ну, вот самый главный, что большой. Вот. Это привяжи. Привяжи. Азарт. Держи. С собой возьмем. Оторвался или как? Развязал. Уши на уши. Ладно, давай, ничего страшного, мы его отсюда запустим. И загон оттуда начнете, вот щенка возьмете, моего возьмете. И когда загон начнете, мы отсюда запустим, сверху, где не будем сидеть, оттуда запустим. Медведь-то будет знать, что вы оттуда гоните. Собака с какой стороны пойдет, туда и пойдет. Ну что ты за человек, а? Ну, блядь, это пиздец. И что за человек? Сейчас надо отвезти его сюда. Зачем? А кто его отпустит? Мы его отпустим, с собой возьмем. Они загон начнут, загон. Мы на хребте стоим, мы его отсюда запустим вниз. Зачем? Он тогда нам туда погонит. Нет, медведь-то уже слышит оттуда выстрелы, все это. И медведю, он же именно не отсюда подойдет, может отсюда подойти, может отсюда. Но медведь знает, что оттуда загон идет, так что он направление не поменяет. На волка похож, хвост держит как волк. Может, Федорович нам не все говорит? Я ему тоже говорю, слушай, у тебя все собаки на тебя похожи. Ты что там подмешиваешь им? Ну да, это тоже все говорят, волк вылитый. Говорят, собаки похожи на своих хозяев. И вот когда... Становятся. Да. Еще цаца была. И вот цаца тоже похожа. Знаешь, у Федоровича у него такой взгляд прищуренный, как бы. Это, и у них тоже они такие вот так прищуривают. Я говорю, по-любому, Федорович, что-то. Ну, похоже, да. Что-то подмешиваешь ты. Вот. Ну, это шутки, конечно, но это... Ну, как сказать, каждый любит своих собак, и каждый кулик свое болото хвалит. У меня у собаки лайки 1,5 года, но я других вижу лаек, вот даже твою. Она все равно как бы темпераментная очень. Я не выдержу с такой собакой, потому что вот вчера ехали, он лает. Если бы... Да, ну конечно. А если бы... И просто я в русско-европейские, они все такие, это как холерики. То, и вот представь, я с ней еду, и она лает. Что я буду делать? Выйду в вицу, зашугаю собаку, и все. Вот вся у нас с ней дружба такая получится, никакая. А эти все такие спокойные, это меня прямо подкупает. Вот дубняк, вот это дубняк. Это чисто дикий дуб. Он там еще Бессветское ущелье, сплошной дубняк. Вон там много медведя бывает. Вот здесь, вот где сейчас дубняк, там держится медведь. Понятно. Сколько подъема у нас уже? 500 метров. Азат убежал. Это говорит, слушай, хозяин, я тебе помогу в гору забраться. Мы с ним первые шпарим, он меня немножко хоть 3-4 килограмма вперед тянет, но это такое усилие. Да, Азартик. Я обычно ругаюсь на них, что они тянут меня. Рядом никак не могу приучить. Федорович их приучил. Он говорит, я 40 километров пройду, потом собак за пояс. И они меня, говорит, тащат, только успевай ноги перебирай. Ну вот, и они привыкли, я не могу его отучить, чтобы он рядом ходил. Он все равно меня подтягивает. Не сильно, вот видели, деревья обходит, знает, что поводок. Вот, собакой все равно охотишься. Можно, конечно, ее прицепить и живи там на цепи и так далее. Но я с ними не только охочусь, куда-то их беру погулять, там еще что-то. И когда собака спокойная,
она как бы не доставляет хлопот, когда она соображает. А когда собака... Где мой зверь? Ну, блин, как с ней все остальное это время она просто сидит на привязи, если... Видишь, тоже минус. Ну, конечно, можно все простить рабочей собаке, но нельзя ничего простить нерабочей. Тропинка, по которой поднимаются охотники, когда-то была дорогой, ведущей в горное село. Еще в советское время дальше по ущелью располагалось 37 горных сел. Сейчас все они покинуты, и в окрестностях нет ни одного живого человека. Наверху было, села были, молочные фермы были. Вот отсюда каждый день в город возили молоко. Вот по этой дороге? Вот по этой дороге. Молодцы, хорошо ходит. Но у нас охота, я же говорю, начинается. Михалыч знает, раньше, чем 1 ноября на медведя не охотимся. Чтобы Пока- было не жарко. Пока вот эти старые кости разомнутся. Ну, я скажу так, это прогулка по сравнению с Алтаем. Да? Конечно. Там вот такие вот, иногда я вот так поднимался, только уклон вот такой. Вот здесь видишь какой уклон? Где-то 45 градусов. Дима, А там иногда 50 было. мы вас сейчас 50. повели в шаташем режиме, а то если мы спасибо, поведем вас в спасибо, такие дорогой. места, Не, спасибо, дорогой. на правда. четвереньках будешь пользоваться. Да, я там так и полз. И ничего этого стыдного. Это Вот хватаешься шаташий за режим, кусты, здесь все в колючках. близко. Кстати, посмотрите, ребята, фильм про Алтай. Из всех моих охот это была самая сложная охота. И на сегодняшний день Это охота на медведя? на Козерога. На Козерога? Алтайский Козерог, да, на канале есть видео, посмотрите, какая была у нас охота. На сегодняшний день это была самая трудная охота в моей жизни, да. Ну, если хочешь, мы тебе труднее сделаем. Труднее не надо. Я там на Надо ему. Он пойдет. Чтобы Нет. ты не говорил, что там было самое трудное. Мы тебе сделаем трудное. Не, это ж нет одного черного и белого. Кто-то видит в этом для себя, о, я хочу пойти туда и вот себя тоже испытать. А другой скажет, не, знает, каждый, кто-то грузный человек, кто-то может болезнь какая-то, но он от этого охотником не становится, ни охотником не становится, понимаете, да? Вот он для себя выбрал, допустим, с вышки охота. Вот мне она даром не нужна. У меня друзья просят, говорит, слушай, поехали с вышки поохотимся, как бы, скажи, вот где готовы приехать. Толя мне золотой звонил. Говорит, ну я, говорит, так боюсь, как бы с подхода, говорит, с лайками, ой, нет, ну это еще не готов, говорит, это. И многие такие, готовы с вышки, но не готовы так. А вот я здесь увидел, ребята, охоту, которая, видите, с загоном делают охоту. Вот что в Чечне, что здесь, как бы в Южной Осетии. Ну, в Южной Осетии я чуть-чуть перебью. В основном охота с подхода. с подхода. С подхода. Ну и загоном тоже делаем. Ну да, да. И потом, вот в Южной Осетии, вот единственное, наверное, вот в Северной Осетии любят охотиться на кабана, на косулю, там, на все. А в Южной Осетии только охотимся. В основном это излюбленная охота, это медведь и серна. Понял. Ну, в общем, могут здесь ребята организовать охоту, именно которая не такая уж, скажем так, не очень трудовая и не опасная, потому что я понимаю, что многие медведя боятся, поэтому на вышку залезают. Вот. А здесь, если даже вот как было в Чечне, нас на номера расставили, вот он идет, но тут уж от тебя зависит. А если рука не дрогнет, стрельнешь нормально, то положишь. Но если рука дрогнет, тогда лучше охотиться на баранов. Или просто надо с собой иметь солидей. Солидов. Домашнего барана. Но я про домашних баранов. Это, конечно, не покажешь. Почему покажем? Ну что, штуток на охоте не бывает, что ли? Солидов для чего? Да, мы Чтоб с должны- горы скорее. Не, Если это по телевизору охотники показывают. сами знают. Он туда машина поднимается. Прямо туда. А вот за горой загонщики спускаются и сюда перегоняют. Тоже хороший загон. Вот это очень хороший загон, когда на машине поднялся на место. Нет, Встал? это так неинтересно. Надо пешочком. Нормально. Пешочком надо пройти. Да, это охота. Настоящая. С машины стрелять, разве это охота? Не, почему? На машине поднялся, остановился, Вышел. вышел, встал,
Все, загонщики быстро спустились, загнали. Это супер охота. Это не охота. Нормальная Охота. Это не Охота это трудовая, когда охота это охота. Да. Ребята, Николаевич, короче, переборол себя. Смотрите, и в горы говорил, не пойду. И на медведя никогда не пойду. Пошел в итоге и в горы, и на медведя. А знаете почему? Почему? А потому что в Южной Осетии, я не знаю, когда еще побываю, сейчас на гору схожу, все вокруг осмотрюсь и домой. Всё. Мишка побежит на меня, я сделаю куш. А он тебе такой, кудым или как? Как правильно? Чедем. Чедем. Он тебе, чедем. Я ему скажу, куда потом. Да? Куда лучше скажи, куда. У нас же второй государственный язык русский. Все понимают. О, да, по-русски скажу. Куда пошел? А, понятно. У нас, говорит, второй государственный язык русский. Все понимаем. И медведи тоже понимают. Ладно. Хорошо пошутил, Михалыч. Вон крепость, видите? Сладкая луча. Раньше здесь пастбища были везде. Выращивали. Коровы здесь были. Барашки. А теперь тоже все зарастает. Друзья, посмотрите, какая красота вокруг. Не сидите дома, занимайтесь охотой. Много гневных комментариев. Что это такое? Вы садисты. Какие садисты? Ну, когда пишут мужики, это просто диву даешься. Вот вы убийцы. Иди хоть что-нибудь сделай. Я предпочитаю своих сыновей воспитывать в правильном ключе, чтобы они мужиками росли, чтобы были защитниками Родины. Охота все-таки объединяет людей. А помимо этого, это все равно такое настоящее мужское занятие. Ну и, конечно, когда поднимаешься вот в такие горы, ты счастлив, получаешь несказанное удовольствие от прогулки. А трофей – это просто лишь награда. Поэтому будьте добрее. Если вы, грубо говоря, не вышли чем-то там, те, кто пишут гневные комментарии, или не хватает ума понять охотников, то это ваши проблемы, а не наши. А мы все-таки, я считаю, созерцатели и любители природы. Вот здесь в горах просто нереально красиво. И ты чувствуешь, что ты живешь. Дышишь свежим воздухом, наслаждаешься этой несказанной красотой. И это счастье. А показывать вам это еще большее счастье, что у меня есть возможность. Меня пригласил сюда Анатолий Захарыч в эту красоту и в эту чудесную республику. Спасибо тебе большое, Захарыч. Дай бог не напрасно. Сейчас осталось сделать, чтобы медведь вышел и чтобы был хороший выстрел точно. Да, Азарт? Азарт, и ты чтоб поработал хорошо. И ты чтоб морда хорошо поработал. Ты показал себя, как ты работаешь. Вон, я вам скажу, покажу сейчас. Вон вершина, видишь? Угу. Там святилище. Угу. Там село было. Ну, а пешком ходили? Конечно, там люди жили. Как они в цивилизацию ходили? Не так? Вынуждены были, жили в горах. Держали скот. А в цивилизацию ходили на лошадях. Обалдеть. Ну что, отдохнули, идем? Давай.
Ребята, мы находимся над уровнем моря, 2000 метров примерно. Подъем был, где-то час занял, и, наверное, около 1,5 километров мы поднимались. Вот. Сейчас будет загон вот оттуда, снизу. А мы встанем где-то вот здесь, рассосредоточимся, и медведь должен пойти по ущелью. Обычно он так ходит. И вот задача его будет добыть. Услышав выстрелы и крики загонщиков, медведь начнет подниматься вверх, чтобы перемахнуть хребет. Так как слева и справа от лога расположены отвесные скалы, то у него будет лишь один путь. Пошел загон, ребята. Азарт ушел к Луне. На километр практически спустился. Сейчас соединятся. Сейчас она увидит Азарт и прибежит к нему. И с ним пойдет дальше. Скорее всего, с загонщиком идет. От загонщика далеко не отходит. Боится. Маленькая еще. Стреляют медведи. В шоке. Кто это? Ты точно папа? Да, папа. Встретились они, и она сейчас идет за отцом. Вместе с отцом работает. Луна. Сейчас посмотрим. Если там медведь есть, то он его 100% начнет работать. К сожалению, в этом загоне медведь так и не вышел. Охота это всегда непредсказуемо. Зверя много, но зверя нет. Никто не вышел. Поднимались 4 часа, где-то примерно километров 5 вверх. Потом где-то часа 2,5-2 сидели. Медведь не вышел или ушел куда-то в другое место. Собаки тоже кого-то непонятно гоняли вроде, но тоже ни разу ни одной полайки не было. Так что едем дальше. Несчастливый я человек, крутится. Нормально. Все, не будет никакого медведя. Несчастливый я человек. Бросаю охоту, медведя нет. Нет, не буду конфеты, надо медведя. Медведь ушел, нет медведя. Писец. Это ничего страшного, это всегда так. Куда я приезжаю, медведь был вчера, позавчера и будет завтра, сегодня нет. Сегодня тоже будет. Сегодня тоже будет. Да я шучу. Короче, вы смотрите. Друзья, заходите в наш телеграм, вот здесь вот код. Там всегда свежие новости, какие-то виды красот и так далее. Я всегда анонсирую то, куда я еду. И еще мы там дарим подарки хорошим людям, когда они показывают свои трофеи. В общем, заходите туда и подпишитесь. Вот здесь ссылка, а также в описании. У охотников непредвиденная проблема.
Собаки погнали какого-то зверя и уже ушли на 4 километра вверх по ущелью. Собаки ушли уже на 6 километров, после чего сигнал от ошейников оборвался. Похоже, они заблудились и не могут найти след обратно. Короче, заблудились. Они не услышат. Не услышат. А? Не услышат. Не услышал? Нет. Они возле речки. Речка шумит, там не слышно. Давай, надо нам возвращаться к машине. И тогда на возике поедем туда. Дмитрий переживает, вдруг они уйдут через перевал в Грузию или встретят нехороших людей, которые похитят собак. Такие случаи нередки, ведь цена хороших обученных собак очень велика. Нужно срочно снимать собак. Думаем, что собаки торопят кабана и вот так вот бегают, короче, за ним. Ушли, хотел сказать по-другому, ушли на 6 километров. Сейчас надо будет как-то их снимать. Идут и идут в другую сторону, которую нам не надо. Уже 6,5. Кабана, оказывается, тропили, а мы думаем, что у меня собаки с ума сошли, что ли. Вот так бегают, 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 бегают. Главное, они почему-то на него не лают. Почему не лают, не пойму. Далеко? Нет, вот здесь, 40 метров. Ну чё? А? Видишь, чё вы, потеряли? Зверя? Вот молодец. А эту я с собой возьму. Что вы там делали? Потерялись или кабана гоняли? Собак не было, короче, часа 3, наверное. Они тут столько километров натоптали. Сейчас посчитаю. До километров, наверное, 15 по горам. Прошли 10 километров сегодня. Вот. Настроение хорошее, боевое. Сейчас будем делать второй загон. Сейчас перекусим немножко. Вот. И будем делать второй загон. Поднимаемся на УАЗике на ту же высоту, что и были утром, где-то примерно 2000 метров. И вот здесь сядешь, Михалыч, чуть дальше. Так. А Диму чуть дальше проведу. Все договорились. На гребень посажу. Самое главное, на, махнуть. Николаевич, ты здесь. Лишь бы собаки сработали. Я здесь не буду. Не-не-не, если медведь здесь, они его сразу найдут. Да? Ну, что я вам говорю. Короче, сейчас ребята пойдут на вершину с собаками. Здесь медвежье место. А я буду смотреть и перемещаться, куда мы будем пойдем. Зверь пойдет вот здесь, зверь пойдет вот здесь. Потом зверь должен уйти вот сюда. Если бы не там, может не туда уйдет. Сейчас он оттуда загон начнет. Снизу Слава запустит собак. Но вот в это ущелье редко когда уходит. Редко когда. Я вот это ущелье закрою. Но зверь должен подняться вот здесь. Понял. Прямо вот здесь садись и жди.
начался второй загон. Собаки разделились. Зверька ушла с Луны туда, а Азарт туда ушел. Где-то у них дистанция примерно метров 500 между ними. Слышишь, медведь орет. Азарт, короче, его видать, Из лога слышится рык медведя. Он совсем рядом. Но густая чаща пока не позволяет разглядеть зверя. Нужно дождаться, когда хищник выйдет на открытое место. Неужели медведь снова ушел? Одна 300 метров, другая 500. А? Они видели медведя. Подо мной понизу. Я его не видел, но шумовой вот такой с отдышкой прошел обратно в ту сторону. Куда? Туда, вот как вот сюда зашли, отель наверх выкинул, обратно вот так пошел и в ту сторону. Они видели, глаза видели медведя. Да, Славик видел, большого медведя. Так побежал. Туда побежал? Да. Ну вот Азарт кого-то гонял. Знает сколько. Гонял? Ну, блядь, я не знаю, он не лаял ни разу. Сделали 2 загона, прошагали по горам где-то километров 10, и плюс здесь, ну, километр, ну, 11. Собаки ни разу не слаяли, хотя в этом загоне, говорят, медведь был. Короче, не знаю, что там. Ну да. Нет, может, это ребята орали под медведя. Нет? В общем, вот такие вот дела. Поедем знакомиться с президентом. Но стоило охотникам лишь сняться с номеров, как из лога раздался вожделенный звук. Зверька лает медведя 240 метров. Сейчас он сюда пока смещается, поэтому подождем. Потом, может быть, наоборот, туда вниз пойдем. Будем подходить. Пошли 240 метров. Уже почти стемнело. У охотников есть буквально минуты, чтобы добыть зверя. Бросила она его, что ли? Азарт к ней подошел. Сейчас они вместе идут. За ним, я так понимаю. 150 метров было до собаки. Да, медведя. Собака. Здесь в кустах. Я на его обманул. Азарт ушел уже на 300 метров. Они идут за медведем. А медведь идет. Так, сейчас скажу, куда медведь идет. Идет вправо. Вот он здесь был. 150 метров был. 2 выстрела. Ко мне! Азарт, ко мне!
вперед, иди вперед, 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 вперед. Вон, вперед, иди ко мне. Иди вперед, 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 иди. Здесь. Где ты? Азар, ко мне! Где медведь? Внизу? Азар, ты иди ко мне. Ну ты чё, я не помог? Иди. Азар. Говнюк. Где-то там шастал, хрен пойми где. Опа. Осторожно, Дима. Ja, Bergdol, ono že od tak na меня, вот так шел. Я его один раз так стрелял и сразу он на меня кинулся. Да? Второй раз я ему сразу вот так, вот камень здесь. Понятно. Ты на собачий лай шел, да? Да, я сюда шел, потому что знал, что здесь никого нет, он сюда попрет. Если он узнает, что я оттуда иду. Ну да, и мы подшумел. Ты говорил, Захарыч, собаки не рабочие. Видишь, как получилось. На последнем дыхании, ребята. Что я тебе скажу? Что? Вот маленького, держи самого маленького, остальных веди. Да? Да. А кто самый маленький? Это же... Вот щучка, которая у тебя есть. Маленькая. А, серьезно? Это она лаяла? Вот она лаяла, бля. Она- Остальные подтягивали, знаешь откуда? А этот вообще не подошел. Большой. Да? Ну он устал. Не, надо было немножко по-другому сделать. Медведь здесь был. Короче, Дима, медведя много было. ну не знаю. Один медведь прямо вот так вот. Я слышал, да? Вот так сделал, вот так. Но на меня не вышел. Да? И вот так зашел обратно. Вот он видел, рядом побежал. Большой был, вот такой. Да? И вниз кинулся. Молодцы, молодцы, собаки, молодцы. Молодец. Поближе, подойди. Луна, молодец. Это она лаяла, Луна, молодец. Ай, ты моя девочка. Ай, ты моя девочка. Ты молодец, Луночка. Луна, молодец. Луна, молодец. Молодец. Молодец, Артур не молодец. Ай, молодец, Луна. Луна, молодец. Хороший. Ай, красавица. Ай, красавица, Луночка. Ай, ты моя девочка. Папа сегодня орал на нее. Неужели она отработала? Именно. Она? Именно. А я думал, зверька. Я когда тебе сказал, что я с ним спущусь, ко мне подошел вот этот большой и вот тот. Близко стоят, а он еще здесь тявкает. Я думал, что или куница или что-нибудь. Маленький, Да? только маленький. Больше И никто он не тявкает. один остался, Они я потом ушел. Оба рядом со мной стояли. Я тебе честно говорю. Но тявкала маленькая, но загнала зверька. Потому что она туда вот Изначально убежала. Вдвоем начали. Когда я вот туда спустился, на ту сторону, обе ко мне, этот, как его, Азар сверху спустился, а этот уже рядом был. А этот Азарт вообще, она тявкает, он не идет, он кое-как идет, видать. вообще не подошел. Ох. Луна, Неплохой, хороший, видно. Луна, молодец, ты моя девочка, ты у меня умница. Ай, моя хорошая, ай, молодец, ах ты моя девочка, ах ты моя девочка. Молодец, Луночка, неужели ты заработала 8 месяцев Мишку? 8 месяцев Мишку, ты молодец, девочка моя. Ты молодец, моя умница. Да что же ты такой за собака такая? Фу, ребята. Предвосхищая комментарии по поводу того, что легкая охота, тебе тут загоняли. Да, ребята, конечно, тоже в мыле. Но нифига она не легкая охота получилась. Прошли вот, 11 было, сейчас, наверное, все 12 километров. К сожалению, мне не удалось его взять, потому что я ориентировался на зверьку, думал, что это она лает, а оказывается, это Луна лаяла. Но как зверька, 158 метров мне до нее было. Как так получилось? Азарт, а ты сегодня вообще не молодец, понял? Да, зверька лаяла наверху, он не спускался, а он ниже был. Думал или куница, или что, когда вот этот ко мне подошел, я отвернулся и ушел. Понимаешь? А этот остался и до конца лаял. Лаяла до конца, да?
Я ее даже не слышал, потому что ошейник у меня овраг сверху же, пока овраг нет. же здесь. Ну ладно, давайте посмотрим, что за медведь. Ну Мишка хороший, большой. Ну слушай, это большой медведь. Мишка красавец. Мишка красавец, да. Мишка жирный, хороший красавец. Веря, молодец. Молодец. А ты не молодец, я тебя даже гладить не буду. Говнюк, ты понял, Азар? Какого хрена ты ей не пошел не помогать? Не, ну я удивился, собаки лают, почему не пошел, я удивился. Он, наверное, кое-как идет, потому что он-то больше пробежал сегодня. Я не знаю даже, сколько он пробежал. Мы же ехали еще на машине сколько-то километров. Ну это большой медведь. Слушай, Нет, сколько не он маленький. весит, вот этот медведь? Здесь? 250, 200? Нет, ну где-то около 150 килограмм. 150 килограмм, да? Сколько это лет ему? Надо один посмотреть, я тебе сейчас скажу. Ну медведь огромный, ё-моё. Ему не меньше лет 7. 7 лет? Да, 6-7 лет. Ну да, хороший медведь. А длиной примерно... Ну на Кавказе, думаешь. О, нет, это хороший медведь. Смотри, Посмотри, на лапы какие посмотри. лапищи, да. Не, ну когда я вначале был в этом, почему так лают. Ага. Потом, когда ко мне вот эта зверька подошла, вот он ко мне подошел, ну думаю, пустую лает. И потом отвернулся. Ну, эта зверька со мной пошла, и Азар со мной пошел. А этот еще здесь лаял. Ну, думаю, или куница, или что-то, я не знаю. Ребята, ну, я думаю, парень... как зовут парня? Артур. Артур, спасибо тебе, ты все правильно сделал, потому что я вообще не знал, что делать. Это, смотрю, эти два болтуса идут вообще к дороге. Я Да, тоже да, к дороге уже иду. Я ее не слышал даже, она, видать, подтягивала. Вот здесь внизу, и отсюда не слышно. Короче, Луна молодец, вот. И Артур, ты молодец, что это, она Артур, щас- ты красавец. Да, она сейчас будет знать, что, что такое медведь. Хотелось, конечно, мне, но тут с полем. Ну, слушай, отличный трофей, отличная получилась охота, ребята. Я сегодня целый день вот с этой командой здесь в Южной Осетии, бляха-муха, это просто отрыв башки. Ребята, тут такая красота. И самое главное, очень гостеприимные люди. Захарыч, спасибо тебе за этот трофей, за эту охоту. В общем, спасибо. Приезжайте сюда, в Южную Осетию, добудете трофей. На самом деле, можно было как бы добыть и полегче, получается, если бы он вышел туда. Честно скажу, что мы сплоховали. Надо было сразу же отпустить азарта. И, ну, это всегда так. Он где-то здесь был, потому что мы заорали, я потом Михалычу кричу. И, ну, короче, мы подшумели сами. То есть, если бы мы вот так не сделали... Тихо пришли, он же не убегал. Он тихо уже, он там послушивал. Он знал, уже это шел. взрослый медведь, так уже в ту знает, сторону он уже выходит шел. осторожно там. Понятно. Там шум машины, все такое. Веря, извини. Ну, вот из этого у тебя собака получится красавица. Вот маленький, Да? который. Вот из этого именно. Да они все работают. Это просто сегодня этот устал. Она без него, видать, не идет. Вот она мне сегодня не нравится, как работает. Но опять же, это она выгнала. Это она. Я же видел, что она вот, что, у меня же все ходы записаны в навигаторе. Она погнала его туда, потом сюда погнала, зверька. А потом, видать, как-то они тут разминулись. И получилось так, что Луна... Да, я сейчас, ребята, вам дам охрененный набор, вы затестите, а потом мне это скажете, хороший был набор или нет. Наш, поскольку ждет президент, это плохо, что он нас ждет, мы должны его ждать, встречать. Короче, поэтому я хотел сам сегодня ошкурить, все сделать, как бы, но получается, придется тебе затестить. Короче, компания Акела мне прислала вот такие вот ножи, вот это шкуросъемный нож. Они по костям не работают, то есть это только шкурить шкуру, то есть шкуросъемный нож. Это что-то дорезать, но тоже не бить, потому что здесь ХБ5 сталь, как бы каленая, она сразу же отколется, потому что, ну, бить нельзя. А вот этим можно бить, это специально для того, чтобы раз, бам-бам-бам разрубить, ладно? Не зря я таскал его, где-то грамм, наверное, 600 этот весит, и эти, наверное, ну, короче, Килограмм 3. Не, грамм 700. Грамм 700? Да, грамм 700 как да. бы. Да? Медведь сильный.
Мало добыть зверь, нужно еще раз сделать тушу и забрать мясо. Медведь покатился, и собаки, слышите, заработали все втроем. Для разделки медведя скатывают на более ровную часть ущелья. Вот, прекрасно. Вот так сейчас. Сюда разверни, сюда. Медведь хороший. Вот такой медведь. Столько гнали. И вот взрослый медведь не выходит. Если собака его... Ну, собаки тоже лают, видишь. Давай. Мясо вышло на 200 килограмм. Теперь его нужно вынести наверх к машинам. Ночью идти, ребята, жопа. Я говорил про Алтай, что там типа сложнее. Хрен два. Тут тоже ничего хорошего. Добро пожаловать, ребята. Молодцы. Мясо добытого зверя вновь делят между всеми участниками охоты. Но это не конец. Дмитрий планирует вновь вернуться в Южную Осетию весной и добыть таки трофейного медведя. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Захарыч, хороший ты мужик. Вот я сам о таком наборе мечтал, чтобы у меня и на кухне было, и разделать чем было. Вот. В общем, я тебе хочу это подарить от души. Спасибо тебе большое. Спасибо. За теплый прием, за просто от души. Приезжайте. Спасибо большое. Это подарки от Захарыча. Вино.